Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль. Эта шаль достаточно известная, называется она Нина шаль. Вязала я ее по схеме, схема в интернете, в открытом доступе. Если вдруг не сможете самостоятельно найти схему к этой шали, схема на шаль будет в описании под этим видео. Шаль связана из ниточек Yarn Arm Flowers, номер цвета 276, в моточке у нас 250 грамм и 1000 метров. Состав ниток 55% хлопка и 45% полиакрила. На такую шаль у меня ушел ровно один моточек. И шаль вязала крючком номер 3,5. Итак, в данном узоре первые 14 рядов мы провяжем вместе с вами. Дальше у нас рисунок будет повторяться с 3 по 14 ряд. В описании под этим видео для вас будут тайм-коды на каждый ряд. То есть после того, как вы провяжете первый раппорт с 1 по 14 ряд вместе со мной, дальше опускаетесь вниз в описание под этим видео, нажимаете на то время, где написано 3-й ряд, и начинаете вязать все точно так же. Если будут вопросы, пишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. После того, как я постирала шаль и высушила, размах крыльев получился 160 сантиметров и высота центральной линии 75 сантиметров. Итак, если вы захотите связать такую шаль вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 4-я, 5-я. Вставляем в крючок в первую петельку и соединяем в кольцо. Далее вяжем первый ряд. 3 воздушные петли подъема. Далее вставляем крючок в центр круга и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и 5-й. 2 воздушные петли. И сюда же, в этот же центр, еще провязываем 6 столбиков с одним накидом. Далее вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Вязание разворачиваем. 1 дополнительная воздушная петля. Делаем накид и в самую первую петлю вяжем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. 1 петлю в предыдущем ряду пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, 1 столбик в предыдущем ряду пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, и теперь в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. 2 воздушные петли и сюда же в арку 2 столбика с одним накидом.
Далее с этой стороны мы должны повторить все то же самое. Делаем сначала одну воздушную петлю. Вот этот вот первый столбик в предыдущем ряду мы пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом, одна воздушная петля, опять столбик в предыдущем ряду пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом, одна воздушная петля, столбик с одним накидом в предыдущем ряду пропускаем и вяжем в третью воздушную петлю подъема, вот сюда вот в уголочек. Мы провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля и сюда же в этот же уголочек, в эту же третью воздушную петлю вяжем еще один столбик с накидом. Дальше вяжем третий ряд, 3 воздушные петли подъема и разворачиваемся. Далее в самую первую петлю предыдущего ряда вяжем еще 2 столбика с одним накидом. И теперь в каждую петлю предыдущего ряда мы должны провязать столбик с одним накидом. Так как в предыдущем ряду вот здесь вот между столбиками у нас была одна воздушная петля, значит мы крючок вставляем вот сюда вот прям в арочку и провязываем столбик с одним накидом. Дальше следующий столбик вяжем в столбик предыдущего ряда. Следующий столбик мы провязываем в арку. Следующий столбик в столбик предыдущего ряда. Опять столбик в арку. И столбик в столбик предыдущего ряда. И провязываем так до уголочка. Вот мы провязали столбик с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда, довязали до уголочка и в уголочек вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы повторяем все то же самое. Вяжем в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. В конце ряда мы не забываем, что между столбиками в предыдущем ряду у нас была одна воздушная петля, поэтому сначала столбик с одним накидом мы провяжем в арочку и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провяжем 3 столбика с одним накидом. В одну петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Далее мы вяжем четвертый ряд, 3 воздушные петли подъема, разворачиваемся. В самую первую петлю предыдущего ряда провязываем еще 2 столбика с одним накидом, первый, и сюда же в эту же петлю второй. Дальше полностью весь этот ряд мы вяжем лицевые рельефные столбики с одним накидом. Сделали накид, следующий столбик в предыдущем ряду, вот он, самый первый,
Мы захватываем его таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. И провязываем столбик с одним накидом. Следующий также захватываем и провязываем. В этом ряду мы вяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Каждый столбик над столбиком предыдущего ряда. Провязываем так до уголочка. Дальше в уголочек мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы повторяем все то же самое. Опять захватываем столбик в предыдущем ряду таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. И провязываем рельефные лицевые столбики до конца ряда. Провязали в конце рельефный лицевой столбик. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваемся, делаем дополнительно воздушную петлю. И в самую первую петлю предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. В предыдущем ряду петлю пропускаем, в следующую петлю. Далее у нас по схеме идут пышные столбики, но в этой пряже мне не очень нравится, как смотрятся пышные столбики. Сейчас я вам покажу 2 варианта. Значит, пышный столбик мы вяжем, вставили крючок в петлю, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем раз, опять сделали накид, в эту же петлю вставили, вытягиваем 2, и еще раз сделали накид и протягиваем 3. Таких протяжек можно сделать 3-4, в зависимости от того, какой вам эффект больше нравится. Далее теперь мы захватили рабочую ниточку и продеваем через все вытянутые петли. У нас на крючке 2 петли, и теперь мы продеваем через эти 2 петли. Вот так у нас получается пышный столбик с лицевой и вот с изнаночной стороны. Далее мы делаем 1 воздушную петлю, следующую петлю в предыдущем ряду пропускаем и далее в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. И так мы чередуем: 1 воздушная петля, пышный столбик, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом до уголочка. Но я вместо пышных столбиков буду вязать другой элемент. Сейчас я вам покажу. Итак, у нас 1 воздушная петля. Следующую петлю в предыдущем ряду мы пропустили и вяжем. Я буду вязать 3 столбика с общим основанием и общей вершиной. Также этот элемент еще называется шишечки. Итак, начинаем провязывать столбик с одним накидом. Не до конца, он у нас не довязанный, у нас 2 петли сейчас на крючке. Опять делаю накид, опять вставляю крючок в эту же петлю, опять начинаю столбик провязывать, но не до конца. Остается 3 петли и еще раз делаю накид, вставляю сюда же в эту же петлю, вытягиваю, опять провязываю столбик не до конца. 4 петли на крючке, и теперь уже эти 4 петли провязываю вместе. Вот таким образом. Дальше 1 воздушная петля, петлю 1 пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом.
Дальше 1 воздушная петля, петлю одну пропускаем, в следующий вяжем опять либо пышный столбик, либо, если вам понравится такой элемент, то можно вязать 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Так как вяжу я, вот таким вот образом получается. Дальше опять 1 воздушная петля, пропускаем петлю, в следующую мы вяжем столбик с накидом, 1 воздушная петля, одну пропускаем, в следующую вяжем пышный столбик, или, как вяжу я, шишечку. Вот таким образом получается. Вы попробуйте оба варианта, попробуйте и пышные столбики, и такие же столбики, как вяжу я. Посмотрите, как вам больше нравятся такие столбики, и вяжите. А мы довязываем до уголочка. Довязали до угла. Последний у нас столбик с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю. И в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы все повторяем, но повторить мы должны как бы в зеркальном отражении. Поэтому мы делаем 1 воздушную петлю. Так как правую половинку мы закончили столбиком с одним накидом, значит, эту половинку мы должны начать столбиком с одним накидом. Первую петлю мы вот эту пропускаем, во вторую вяжем столбик с одним накидом и дальше чередуем. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, в следующую мы вяжем пышный столбик. Опять 1 воздушная петля, петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем, в следующий столбик предыдущего ряда вяжем пышный столбик, или, как в моем примере, вяжем шишечку. Опять 1 воздушная петля и столбик с одним накидом, и повторяем так до конца ряда. В конце ряда у нас получился последний пышный столбик. Мы делаем 1 воздушную петлю, 1 петлю мы пропускаем, и в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и сюда же в эту же петлю столбик с одним накидом. Дальше вяжем 6-й ряд, 3 воздушные петли подъема, дополнительно еще 1 воздушная петля, 4-я. Сюда же в эту же первую петлю мы вяжем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, и теперь вяжем столбики над столбиками предыдущего ряда. В предыдущем ряду вот у нас первый столбик, сюда мы вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Дальше в предыдущем ряду у нас пышный столбик мы провязали. Сейчас мы провяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Сделали накид на крючок. Захватываем вот таким вот образом наш пышный столбик, чтобы у нас крючок был перед работой, а столбик у нас за работой. Захватили и провязываем столбик с одним накидом. Это у нас рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. Столбик предыдущего ряда мы вяжем обычный столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. А вот где мы вязали пышные столбики, мы вяжем изнаночный рельефный столбик с одним накидом.
1 воздушная петля и чередуем так до конца ряда. Над столбиками предыдущего ряда мы вяжем простой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, а над пышным столбиком мы вяжем изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Провязали последний столбик над столбиком предыдущего ряда, сделали 1 воздушную петлю и следующий столбик с одним накидом мы вяжем. Вот у нас в предыдущем ряду было 2 столбика, мы вязали в арку, первый и второй. Вот в первый столбик мы вяжем столбик с одним накидом. Далее у нас 1 воздушная петля и в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Этот элемент, который мы вяжем в арку, он у нас не меняется, мы вяжем его на протяжении всего вязания. И с левой стороны все повторяем. 1 воздушная петля. Теперь мы вяжем первый столбик с одним накидом во второй столбик предыдущего ряда. Вот этот первый мы пропускаем, вставляем крючок во второй, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Дальше в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И вот в предыдущем ряду у нас пышные столбики, мы вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И продолжаем так вязать до конца ряда. Довязали до конца ряда. В последний столбик предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы должны провязать столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же в эту же петельку еще 1 столбик с одним накидом. И вот что у нас получается. Это у нас изнаночная сторона, а это у нас лицевая сторона. И вот так вот у нас выглядят шишечки. Дальше мы продолжаем вязать 7-й ряд. Ряд у нас всегда начинается 3 воздушные петли подъема. Дальше в самую первую петельку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. И далее в этом 7-м ряду каждую петлю предыдущего ряда мы должны провязать по 1 столбику с одним накидом. Не забываем, что в предыдущем ряду здесь у нас воздушная петля, значит мы сюда тоже должны провязать столбик с одним накидом. Дальше столбик мы вяжем в столбик предыдущего ряда, потом в арочку, потом опять в столбик. Провязываем так до уголочка. Итак, вот мы провязали каждый столбик в каждую петлю предыдущего ряда. В уголочек мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны все повторяем. В каждую петлю предыдущего ряда мы вяжем по 1 столбику с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда мы не забываем, что у нас вот здесь вот между последними столбиками была воздушная петля, значит сюда в арочку мы вяжем тоже столбик с одним накидом. И далее в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Итак, вот мы довязали до конца 7-й ряд.
Дальше мы начинаем вязать с вами 8 ряд и делаем 3 воздушные петли подъема в начале ряда. И в первую петлю предыдущего ряда вяжем еще 2 столбика с одним накидом. И теперь в этом ряду мы должны провязать рельефные лицевые столбики. Этот ряд мы уже с вами вязали. Захватываем столбик таким образом, чтобы у нас крючок был перед работой. И провязываем столбик с одним накидом. За каждый столбик предыдущего ряда провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Провязываем так до уголочка. В уголочек мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И с левого края мы все повторяем. Также захватываем каждый столбик предыдущего ряда и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. Не забываем, когда вы за последний столбик провяжете рельефный лицевой столбик, и потом в третью воздушную петлю подъема мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. И далее мы вяжем 9 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Развернулись. И дальше в самую первую петлю предыдущего ряда вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше вяжем 2 воздушные петли. В предыдущем ряду 1, 2, 3 петли пропускаем, в четвертую вяжем столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Пропускаем 3 петли в предыдущем ряду. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. Опять пропускаем 3. 1, 2, 3. В четвертую вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. 2 воздушные петли. Опять 3 петли пропускаем. Первая, вторая, третья. В четвертую вяжем столбик без накида. Дальше большая арочка из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. Дальше повторяем опять вот этот вот элемент. 2 воздушные петли. Пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли. 1, 2, 3 пропустили, в четвертую столбик без накида. И опять большая арочка из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 петли. 1, 2, 3 петли пропустили. И в четвертую петлю вяжем столбик без накида.
Довязали. Смотрим, да, мы чередуем 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида, опять 2 воздушные петли, 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли. Потом вот идет большая арочка, столбик без накида, 5 петель, столбик без накида. Когда вяжем этот элемент из 5 столбиков с одним накидом, перед ним 2 воздушные петли и после него 2 воздушные петли. И таким образом чередуем вот так до конца ряда. Итак, довязали до уголочка. Здесь перед уголочком мы вяжем 2 воздушные петли и в саму арку вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И с левой стороны мы повторяем все в зеркальном отражении, то есть вот мы ряд закончили 2 воздушными петлями, значит мы начинаем 2 воздушные петли. Первую вот эту петельку мы пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида сначала. Вот он. Дальше у нас идет арка из 5 петель. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем 5 столбиков с одним накидом. После него тоже 2 воздушные петли. И опять пропускаем 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. Теперь большая арка из 5 петель. 1, 2, 3 пропускаем в четвертую столбик без накида. Дальше повторяем вот этот элемент. Перед ним мы вяжем 2 воздушные петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем 5 столбиков с одним накидом. После него тоже 2 воздушные петли. Пропускаем 1, 2, 3 в четвертую столбик без накида. Опять у нас большая арка. Пропускаем в ряду 1, 2, 3 в четвертую вяжем столбик без накида. Дальше у нас 2 воздушные петли. Дальше пропускаем 1, 2, 3 и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый сюда в эту же петлю, второй, все 5 столбиков мы вяжем в одну петлю, четвертый и последний 5 столбик. Вот так у нас получается. Далее мы вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли подъема я уже провязала. Далее еще дополнительно у нас 1 воздушная петля. Дальше мы вяжем в каждый столбик предыдущего ряда по 1 столбику с одним накидом. Между ними 1 воздушная петля. Итак, провязали столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Дальше в следующий столбик вставляем крючок, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Следующий столбик вставляем крючок, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и последний у нас 5 столбик. Провязываем столбик над столбиком. Вот так у нас получается. Дальше 2 воздушные петли.
та арка, которую мы вязали в предыдущем ряду из 5 воздушных петель, вот в эту большую арку вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. И теперь переходим сразу же вот к этому элементу из 5 столбиков с одним накидом. Также провязываем каждый столбик над столбиком предыдущего ряда, между ними по одной воздушной петле. Вставили крючок в столбик, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Следующий столбик. Дальше 4 столбик, вставляем крючок, провязали столбик, 1 воздушная петля. И в последний, в 5, провязываем столбик с одним накидом. Здесь у нас 2 воздушные петли, то есть в начале этого элемента и в конце этого элемента 2 воздушные петли. Дальше столбик без накида мы вяжем в большую арку предыдущего ряда. Опять 2 воздушные петли и повторяем все то же самое. Над столбиком предыдущего ряда вяжем столбик, 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. 2 воздушные петли. И мы подходим к уголочку и в последнюю арку перед уголочком мы вяжем столбик без накида. Далее перед уголочком мы вяжем 3 воздушные петли. И столбик с одним накидом мы вяжем, вот в предыдущем ряду у нас в арку было провязано 2 столбика, 1, 2. В 1 столбик мы вяжем столбик с одним накидом. Дальше у нас 1 воздушная петля и в арку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. С левой стороны повторяем все в зеркальном отражении. Значит, сначала у нас 1 воздушная петля, дальше столбик с одним накидом, вот 1 столбик, а мы вяжем во 2. Вяжем столбик с одним накидом, дальше 3 воздушные петли и столбик без накида вяжем в арку предыдущего ряда из 5 воздушных петель. И дальше все повторяем. 2 воздушные петли, столбики над столбиками предыдущего ряда, между ними по 1 воздушной петле. 2 воздушные петли, в арку столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда вяжем точно так же. После того, как мы провязали в последнюю арку столбик без накида, сделали 2 воздушные петли и в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. 3 мы провязали, 1 воздушная петля, 4, 1 воздушная петля и 5 столбик мы вяжем в 3 воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот таким образом. Вот мы провязали этот ряд до конца. Далее мы вяжем 11 ряд, 3 воздушные петли подъема я уже сделала. Дополнительно мы вяжем еще 1 воздушную петлю.
Дальше в самую первую петлю предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Сейчас мы будем вязать столбики над столбиками предыдущего ряда, точно так же, как мы вязали в предыдущем ряду, но между ними теперь у нас будет по 2 воздушные петли. Итак, 1, 2, 2 воздушные петли, следующий столбик над столбиком, опять 2 воздушные петли, столбик над столбиком. И еще раз 2 воздушные петли, провязываем столбик над столбиком. И далее мы сразу переходим вот сюда вот ко второму элементу. Здесь мы все пропускаем. Последний столбик мы провязали, вот он. Дальше сделали накид и сразу же вяжем столбик над столбиками. Подтянули ниточку, чтобы у нас не было большого расстояния между этих двух элементов. Провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и столбик вяжем над столбиком предыдущего ряда. 2 воздушные петли, 3 столбик над столбиком предыдущего ряда, опять 2 воздушные петли, 4 столбик, 2 воздушные петли и 5 столбик. Провязали 5 столбиков с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Дальше здесь мы ничего не вяжем, сразу делаем накид и переходим к следующим 5 столбикам предыдущего ряда. Сразу же в первый столбик вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и следующий столбик. Не забываем между ними 2 воздушные петли в этом ряду мы вяжем. И таким образом мы провязываем до уголочка. Итак, вот мы довязали до угла, провязали последний элемент из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 столбик мы провязали. Дальше мы вяжем 1 воздушную петлю. Дальше столбик с одним накидом мы вяжем. Вот у нас в предыдущем ряду был столбик с одним накидом. В этот столбик мы вяжем столбик с одним накидом. Опять у нас 1 воздушная петля. И опять в столбик предыдущего ряда, в первый вот сюда, вяжем столбик с одним накидом. Вот так у нас должно быть перед уголочком. И в конце 1 воздушная петля. И теперь в саму арку мы вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. С левой стороны повторяем в зеркальном отражении. Сначала 1 воздушная петля, столбик с одним накидом во второй столбик. Первый мы пропускаем, во второй провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Дальше вот следующий столбик в предыдущем ряду, сюда вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и переходим вот к элементу, который мы уже знаем, как вязать. Столбики над столбиками предыдущего ряда, между ними по 2 воздушные петли.
Довязали до конца ряда. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Так, делаем 2 воздушные петли и не забываем, что в конце ряда мы в третью воздушную петлю подъема вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Вот таким образом у нас получается, и мы довязали до конца с вами этот ряд. Далее мы вяжем 12 ряд, сделали 3 воздушные петли подъема и сразу же в первую петлю мы вяжем 2 столбика с одним накидом. И в этом ряду мы вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. В предыдущем ряду здесь у нас была 1 воздушная петля, мы провязываем столбик с одним накидом. Дальше следующий столбик мы вяжем в столбик предыдущего ряда. Дальше 2 воздушные петли в предыдущем ряду. В эту арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Следующий столбик мы вяжем 1 столбик. Опять в арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда сюда мы вяжем 2 столбика. В столбик предыдущего ряда вяжем 1 столбик. И опять повторяем 2 столбика. Один. Дальше 2 столбика в арочку. Провязали в арочку 2 столбика с одним накидом. Дальше следующий столбик с одним накидом мы провяжем вот здесь вот между 2 вот этих элементов. Там, где у нас в предыдущем ряду соединяются 2 столбика с одним накидом, вот сюда вот мы провяжем прямо в серединку, вот в эту арочку, столбик с одним накидом. И дальше сразу чередуем не в столбик, а сначала мы вяжем 2 столбика в арочку из 2 воздушных петель, затем в столбик. И опять чередуем 2, 1. Опять 2, 1. И еще раз 2 столбика. И мы должны провязать 1, и мы провяжем этот 1 столбик вот здесь вот на стыке 2 столбиков с одним накидом в предыдущем ряду. Прям вот сюда вот так вот заведем крючок и провяжем столбик с одним накидом. И дальше опять сразу же 2 столбика, 1. И мы подходим к нашему уголочку, и вот здесь немножечко вяжем по-другому. 2 столбика мы провязали в арку. Дальше 1 мы теперь уже вяжем в столбик предыдущего ряда. Следующий вяжем вот сюда в арку. Здесь у нас была 1 воздушная петля. Вот сюда теперь вяжем столбик с одним накидом. Вот здесь последний столбик с одним накидом мы вяжем в столбик предыдущего ряда, когда мы подходим к нашему уголочку. Только тогда мы вот этот столбик с одним накидом
вяжем в столбик предыдущего ряда, потом столбик мы вяжем в арку, и дальше опять мы вяжем в каждую петлю 1. Здесь у нас была одна воздушная петля, значит мы вяжем 1 столбик. Столбик над столбиком. Здесь одна воздушная петля, 1 столбик. И вот эти 2 столбика мы вяжем столбик над столбиком. И теперь в уголочек мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны все точно повторяем. Сначала 2 столбика над столбиками предыдущего ряда. Дальше 1 столбик в арочку. 1 столбик над столбиком. Опять 1 столбик в арочку. 1 столбик над столбиком. Здесь опять столбик в арку. 1 столбик в столбик предыдущего ряда. И дальше начинаем чередовать. 2 столбика в арку. 1 столбик прям в столбик предыдущего ряда. 2 столбика в арку. 1 столбик в столбик предыдущего ряда. И опять 2 столбика в арку. 1 столбик в столбик предыдущего ряда. И дальше вот здесь вот сначала 2 столбика в арку. Следующий столбик мы вяжем на стыке 2 столбиков с одним накидом в предыдущем ряду. Вот здесь вот. И потом опять сразу же 2 столбика в арку. И столбик над столбиком. И продолжаем так до конца ряда. В конце ряда не забываем, что мы вяжем столбик над столбиком предыдущего ряда. Здесь у нас одна воздушная петля в предыдущем ряду, значит сюда мы вяжем столбик с одним накидом. И в третью воздушную петлю подъема мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли подъема. Развернулись, и в самую первую петлю предыдущего ряда мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Дальше вяжем 2 столбика над столбиками предыдущего ряда. Первый столбик провязываем 1 столбик. И в следующий столбик предыдущего ряда провязываем 1 столбик. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем в предыдущем ряду 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик с одним накидом. И далее мы должны провязать 9 столбиков с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. То есть это мы провязали первый столбик. Дальше вяжем второй. И 9. И опять делаем 3 воздушные петли. 3 петли пропускаем. 1, 2, 3 в четвертую петлю. Вяжем столбик с одним накидом. И начинаем вязать 9 столбиков с одним накидом. То есть первый столбик, он тоже у нас считается. Первый, второй, третий провязали. Вяжем 9.
Провязали 9 столбиков с одним накидом и опять повторяем 3 воздушные петли, 3 петли пропускаем, в четвертую начинаем вязать столбик с одним накидом. Нам нужно провязать 9. И повторяем так до уголочка. 3 воздушные петли, 3 петли пропускаем, из четвертой петли начинаем вязать 9 столбиков с одним накидом. Так, довязали до уголочка. Последние столбики перед уголочком вяжем таким образом. 3 воздушные петли, 3 петли пропустили, в четвертую мы вяжем столбик с одним накидом, и у нас перед уголочком получится 8 столбиков с одним накидом. Первый, и 8. То есть во всем ряду мы вязали 9 столбиков с одним накидом, а вот здесь вот перед самым уголочком у нас будет 8 столбиков с одним накидом. И еще один такой момент хочу обратить ваше внимание, что вот эти 3 воздушные петли, эта арочка у нас должна получиться вот над этими 3 столбиками с одним накидом. Посмотрите. Один столбик с накидом у нас идет в последней правой арочке. Столбик с одним накидом, который мы вязали на стыке 2 столбиков с одним накидом. И третий столбик в первой арке, которая слева. То есть вот эти вот 3 столбика. Вот над этими 3 столбиками у нас должна быть вот эта арочка из 3 воздушных петель. Если вы в предыдущем ряду провязали все правильно, то в этом ряду у вас должно получиться именно так. И дальше в арку мы вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И с левой стороны мы все повторяем. Сначала мы провяжем 8 столбиков с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Второй, третий. Провязали 8 столбиков. Теперь 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли в предыдущем ряду, 1, 2, 3, в четвертую начинаем вязать 9 столбиков с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. И опять 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли, вот они как раз, смотрите, вот столбик пропускаем, потом вот этот центральный столбик, который мы вязали вот здесь, вот на стыке 2 столбиков, и третий, вот они как раз, мы их пропускаем, 1, 2, 3, из четвертой петли мы опять начинаем вязать 9 столбиков с одним накидом, и продолжаем так до конца ряда. В конце ряда провязали последние 9 столбиков с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2, 3, в четвертую вяжем 1 столбик, затем у нас еще 1 столбик, и в последнюю третью воздушную петлю подъема мы вяжем 3 столбика с одним накидом. И далее мы вяжем последний 14 ряд нашего раппорта. Делаем 3 воздушные петли подъема. В первую петлю предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом.
И далее вяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Захватываем первый столбик таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. И провязываем первый, дальше второй, третий и четвертый. Дальше в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда мы вяжем обычные столбики с одним накидом. То есть заводим крючок прямо в саму арку и провязываем первый, второй и третий столбик с одним накидом. Дальше мы вяжем 9 рельефных лицевых столбика. То есть столбики над столбиками предыдущего ряда. 9 столбиков с одним накидом у нас было в предыдущем ряду. Значит, в этом ряду мы вяжем 9 рельефных лицевых столбика с одним накидом. В арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда мы вяжем обычные столбики с одним накидом. И провязываем так до уголочка. Перед уголочком мы связали 10 рельефных лицевых столбика, потому что 8 столбиков у нас было по рисунку и 2 столбика мы вязали в арочку. В итоге в этом ряду получилось 10 рельефных лицевых столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И с левой стороны все повторяем. Сначала мы провяжем 10 рельефных лицевых столбика. Далее в арочку из 3 воздушных петель провяжем 3 столбика с одним накидом обычные. Далее у нас будет 9 рельефных лицевых столбика, в арку 3 лицевых обычных столбика, опять 9 рельефных лицевых, 3 столбика с одним накидом в арочку, здесь опять 9 рельефных лицевых, 3 столбика с накидом в арочку. И здесь провяжем 4 столбика рельефные лицевые. И в третью петлю подъема предыдущего ряда мы провяжем 3 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы довязали 14 ряд до конца. И на этом ряду заканчивается схема данного узора. Далее, начиная с 3 и по 14 ряд, вы будете повторять эти ряды до тех пор, пока полностью не свяжете всю шаль. В описании под этим видео я оставлю для вас тайм-коды. По этим тайм-кодам вы сможете с легкостью перейти на нужный вам ряд. У каждого ряда будет свое время. Вы нажимаете на нужный вам ряд и сразу же переходите на него. И повторяем схему данного узора с 3 по 14 ряд, пока не свяжем всю шаль. Итак, после того, когда вы полностью свяжете всю шаль, у меня получилось полных 5 раппортов. Итак, вот первый раппорт с 1 по 14 ряд. Дальше у нас повторяется с 3 по 14 ряд. Второй, третий, четвертый и последний 5 раппорт. После того, как свяжете всю шаль, кайма по схеме вяжется следующим образом. Сначала вы вяжете 5 ряд, затем далее сразу переходим и вяжем 9, 10 и 11. И далее последний ряд вяжем столбиками без накида.
Центральные столбики без накида вяжем пико. Так как у меня оставались еще ниточки, я решила провязать полностью весь этот раппорт с 3 по 14 ряд. И уже после 14 ряда провязала ряд столбиками без накида и по центру арочек провязала пико. Вы решайте сами, какой способ обвязки шали вам больше понравится. Первое пико, 3 воздушные петли соединяем в петельку, потом 4 воздушные петли соединяем в петельку и опять 3 воздушные петли и соединяем в петельку в центральную, и дальше опять столбики без накида и до следующей арочки. И над каждой вот такой вот большой аркой у меня получились вот такие вот пико. И в конце у меня остался небольшой клубочек. Я сделала вот такие вот 3 кисточки на концах шали. И в итоге у нас получается вот такая вот замечательная шаль. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мою страничку в Instagram. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!